привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня обычный обзор, но не совсем обычного усилителя. Возможно, у нас сейчас самый лучший четырехканальник на рынке в плане громкости, качества, сборки, фильтрации и многих других параметров. И в этом обзоре мы должны это либо подтвердить, либо опровергнуть. И я не просто так снимаю этот обзор, мы выбили отличные условия на продажу этих усилков. Если подтвердятся все вот эти вот вещи, мы будем продавать первую партию этих усилителей с отличным подарком. С среднечастотниками Oris со странным названием LS6512. Я не знаю, к чему там LS. И вообще LS6512 очень странное название. Позже вы узнаете почему. Итак, чем этот усилитель примечателен? Во-первых, у него очень и очень смелые заявки, которые выводят его в топ. Наверное, это самый мощный усилитель сейчас на рынке, да, Денчик? У нас мощнее сейчас мы ничего не можем придумать. Это четырехканальник, который работает в 1 Ом на канал, при этом выдавая 650 Вт на каждый канал. Действительно такая заявка, я в нее честно не верю. У нас в ходе этого обзора цель обязательно это проверить. Мы на нашем стенде КЗ-13 обязательно его подключим. И сразу видим очень странную для усилителей вещь. Очень уникальную, так скажем. Это 24 дБ на октаву. Стабильная работа в 1 Ом. Разработан в Корее. Ну, произведен он, конечно же, в Китае, потому что это гораздо дешевле. Вот они заявки страшные, давайте их посмотрим. 4 по 250 Вт в 4 Ома, 4 по 420 в 2 Ома. Очень смело и очень круто. Если действительно в 2 Ома будет усилитель на все 4 канала выдавать на каждый канал 420 Вт, это уже делает его очень и очень мощным. Далее мы видим вот страшные вещи. Он работает в 1 Ом каждый канал. И при этом он будет выдавать нам 4 канала по 650 Вт. Это 4 Ома мост, 2 по 850 и 2 Ома мост, 2 канала по 1300 Вт. И мы сразу начинаем понимать, что этот усилитель может практически всю аудиосистему разрулить, при том, что это очень громкая аудиосистема. Почему почти? Ну, я это вижу как 2 канала мостом на сабвуфер и 2 канала на какую-то громкую калитку с 4 громкими динамиками или 3 или 6. В принципе, можно играться. Ну, конечно, нам понадобится еще двухканальник или четырехканальник на твиттеры, но вот полуаудиосистемы одним четырехканальником мы можем усилить. Вариантов огромное множество на самом деле, вот Денис подсказывает, а мы можем не только так, мы можем как угодно, мы можем на каждый канал повесить по там 6 динамиков, по 4 динамика громких среднечастотника, мы можем повесить на 2 канала миды, на 2 канала среднечастотники и даже твиттеры. Мы можем очень много твиттеров разгрузить, правильно же, Денчик? Потому что, показываем дальше. Потому что кроме таких сумасшедших заявок мощности, здесь еще сумасшедшие заявки по фильтрации. Это 8, ребята, килогерц и снизу, и сверху. Для понимания, при 24 дБ на октаву мы можем очень круто отрезать от твиттеров нижние частоты на 8 килогерц. Можем, грубо говоря, по 10 твиттеров на канал повесить. Денис подсказывает, что а если в 1 Ом, тогда сколько твиттеров? Ну, я не любитель низкоомов, но вот, грубо говоря, у нас при 2-омном подключении 420 Вт на каждом канале. На каждом канале мы можем повесить 10 твиттеров. Страшные заявки, можем повесить драйверы. У нас развязаны руки с этим усилителем, то есть вплоть до сабвуферов мы можем при таких заявках вешать на него все. Это все дико звучит, и я вам честно скажу, пока я в это все не верю. Я вам сейчас пока показываю заявки. У нас обязательно будет позже тест усилителя, потому что такие заявки надо бы проверять. Потому что либо ребята изобрели какой-то очень крутой усилитель, либо они научились делать красивые заявки. Давайте посмотрим на сам усилок. В комплекте мы видим регулятор. Посмотрим на него чуть позже. Шестигранники. Спасибо большое. А? Как приятно, когда шестигранник есть в комплекте. Не хочу его вытаскивать. Можно я так сделаю, Денчик? Удар ниндзя. Очень тяжелый четырехканальник. Не все моноблоки могут похвастаться таким весом. Терминалы 0 гейдж. Это круто для четырехканального усилителя. Еще круче у нас акустические терминалы 8 гейдж. Ребята просто по максималке все сделали. Однако не самым удобным образом расположены терминалы. С обратной стороны тут у нас самое интересное. Сейчас для некоторых людей это выглядит вот так. RCA разъемы, которые называются Tiffany, призваны обеспечить наилучший контакт. И как хвалится компания Oris, это сделано именно для громких систем с повышенными вибрациями. После гейна мы видим Subsonic. И это было бы ничего странного, если дальше мы бы не видели фильтр высоких частот. По сути, Subsonic это он и есть. Но здесь мы видим частоту от 10 до 50 Гц, а HPF у нас от 50 и далее подхватывает.
имеет множитель 1 или 10, то есть при включенном множителе у нас это будет 500 и 8000. У нас есть фильтр LPF, и круто, что эти фильтры работают одновременно. При этом у нас будет сигнал резаться и снизу, и сверху. Ну, для примера, мы выключаем множитель, ставим фильтр HPF на 600-700 Гц, включаем LPF и ставим фильтр на с включенным множителем на примерно 5 кГц. Таким образом, если мы подключили драйвер, он у нас не будет играть частоты ниже 600-700 и выше там 5-6 кГц. Вот очень гибкие настройки, и если верить производителю, что у нас 24 дБ на октаву, это не просто развитые фильтры, но они еще и очень круто работают. Из минусов у нас нет синхронизации модной сейчас по каналам, по плечам. И вот самый большой минус, который я очень не люблю, это переключение 2-4 канала. То есть, когда у усилителя есть такой переключатель, мы можем дать только RCA вход на первый-второй канал, эти два не задействовать. Просто переключателем мы их запараллелим. Таким образом, усилитель будет получать по двум кабелям сразу вход на все 4 канала. Это очень полезная функция, но почему-то ее не любят добавлять. И, наверное, вот если не учитывать этот косячок, этот усилитель, он просто, наверное, самый богатый по настройкам, которые я видел за все время. Если здесь действительно 4-й порядок, это самый лучший усилитель 4-канальник, который можно в принципе найти, учитывая фильтры. Ну и если подтвердится мощность, то и самый мощный при этом. Не думаю, что мы тут что-то необычное увидим. Просто регулятор и индикация клиппинга и включения. Ни вольтажа, ни температуры, в принципе. Бывают регуляторы и лучше, но выполнен он очень качественно, сбитый такой, металлический, не пластиковый. Далее мы, естественно, снимем мощность. Ну и для того, чтобы такое субъективное мнение получить о сборке, мы отвезем его к Леше Тарасову, вскроем его, и он скажет, что в нем собрано хорошо, что плохо. Ну, то есть по схемотехнике какие-то заключения даст. Потому что, когда я смотрю на плату усилителя, я вижу вот это. Заехал опять к Леше Тарасову, в обитель качества. Страшные штуки опять, про которые все время просят рассказать. Надо нам, Леш, сделать обзорчик как-нибудь про вот это все добро. Разбираем этот усилитель. Леша говорит, гарантия, смотри, говорит, пропадет. Я говорю, возможно, он вообще не выживет. Молодцы, что позаливали, потому что очень часто отваливаются вот эти все вещи. И трансформаторы, особенно вот эти вот дросселя. Первое впечатление, что ты скажешь по сборке? Вроде хорошо сделано. Знаешь, вот на уровне хорошего Китая или Кореи. Ну, видно, что большие порядки фильтров. Много уж больно резисторов. LP5615. Я что-то таких не встречал еще. Четверенные операционники. И на основной плате, вот они, и на той плате. Ну, что это означает, Леш, четверенные операционники? Ну, в одном корпусе 4 операционника. Нехорошо, неплохо сэкономили место. Блок питания стандартный TEL 494. Даже не стерта маркировка, надо же. Что, обычно стирают? Да. ИРС 2092. Это специализированные микросхемки, насколько помню, именно класс D. Ну, скоро сотрут, значит, теперь после обзора. Так сделано все добротно. Пайка хорошая на автомате, СМДшная. Хорошо. И помыта вся плата, вот это тоже большой плюс. Конденсаторов во вторичном питании маловато. Две штуки 3300 на 63 на 2 канала. Всего лишь. Я думаю, что ему тяжко на одном будет играть. Ну, проверим. Ну, я его буду в резисторы стрелять с него. Кузя, не мешай, а! Я как в этом... Красота по-американски, снимаю красивые кадры. Только там пакетик летал от этого, от ветра. Понял? А тут чисто ростовский вот натюрморт ебаный. Посмотри, срань какая. Вот, красота по-ростовски. Смотри. Вот, смотри, как красиво. Сраная куча мусора. Питание есть у нас. Я вообще не знаю, вот я когда ты возле этого всего, я просто предпочитаю зажмуриться. По-любому делаем тест, по-любому, в любых условиях, вот даже вот такой вот бардак пока, но приходится потерпеть. Но зато будет скоро, во-первых, здесь ательешка модная, красивая, во-вторых, фасад у нас обновляется не кисло. Кузя,
Ты знаешь, что у нас Loud Sound крыса завелась? Вот. Помогать теперь тесты будет. Она не спрыгнет сейчас? Так, готовы к замерам. Извините за бардак еще раз. Сколько раз уже сегодня показал, в каких условиях мы работаем. Но вам главное увидеть, что может этот монстр. Итак, у нас все фильтры выключены. Кнопки отжаты. Оба плеча гейн на максимум. Заявка 4 Ома. 4 канала. 250 Ватт. Смотрим, сколько у нас реально. Покажи частоту, на которой меряем. 50 Гц. Так, сопротивление видим 4 Ома. Правильно. И крутим. Так, на усилителе клип загорается. Вот он прям когда загорается на усилителе. Мы видим 220 Ватт, практически заявка. Это 4 канала, все сейчас отдают 220 Ватт. И усилитель уже видит клип. Однако мы по осциллографу видим, что еще есть куда чуть-чуть крутануть. Крутим до квадрата и чуть-чуть назад. Чистейший сигнал смотрим. $240 Ватт. Так, заявку практически имеем. Но нужно сказать, что это, ребята, при 14,4 вольта, да? Или сколько? 14,3, да. Вот это. Вот этот вольтаж у нас реально на самом входе. Абсолютно точный. Следующий замер. 4 канала в 2 Ома каждый. Так, на усилителе клип загорелся на... Смотри, как четко, да? Нет. Да, вот на 380 усилитель уже думает, что клип. Но мы здесь видим, что есть куда. Крутим до квадрата. И обратно. Даже больше, 450 видим. Вот квадратик на 470. И назад откатываемся. Вот они 450 стабильные. Заявка даже 420 превышена. Ну, 370 Ватт где-то сам усилитель думает клип. Офигенно. Киловатт 600 чистого сигнала имеем. Оп! Та-да-дам, табаревдзе! Ох, ни хера себе! AMG продал, купил Turbo S. Карен. Turbo S это? Porsche Карен. Карен? Давай, мы анзор снимаем. Будешь оператором? Давай. Что делать надо? Что, правда S? Вообще не S и не турбо, да? Оп. Небольшая смена обстановки. Уже чисто. Продолжается ремонт. Чисто здесь. Убрали леса. Готов фасад. И все это благодаря чему, Кузя? Капот, да, капот, Кузя подсказывает, появился. Эта тачка посаженная, очень крутая. И все это благодаря тому, что у нас усилитель вышел из строя, вот этот тестовый. Поэтому нам пришлось дождаться основной партии, эти УСИ уже в продаже. Вот так вот, для вас это один обзор, а у нас прошла неделя. И мы продолжаем, нам остается сделать замер 4 каналов в 1 Ом. У нас сейчас подключены 2 канала по Ому и 1 мост в 2 Ома. Усилитель у нас равно нагружен, все каналы одинаково. И мы сделали даже вот что, мы повесили второй датчик на второй канал. То есть мы видим 2 канала. Вот отличная возможность увидеть, насколько одинаковую мощность выдает усилитель. Вот мы видим практически одну мощность с небольшой погрешностью. Квадрат, чуть-чуть обратно. Видим 630 Ватт. 630 Ватт на одном канале, 620 на втором. Небольшой скос пошел, просело питание. И вот супер чистые, мы видим 570 Ватт. Усилитель индицирует клип. Если мы по клипу усилителя выставляемся, то мы видим 550. Ну, почти, да? Если, конечно, поднавалить питание, я думаю. Вот у нас сейчас в реальном времени идет практически
Ну, немножко не дотянулся, да, до заявки будет? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Не, вначале, пока питание было, он показал ее. Потом чуть-чуть питание ушло, и мы увидели где-то чистыми оставшиеся 600 ватт по нашему осциллографу. И сам усилитель видит чистые 550 ватт. И это очень круто. Пока была выключена камера, кое-что еще произошло. Да? Что у нас произошло тут? Ну не пожар, дым какой-то пошел, дымок вот отсюда. Когда мы игрались, пытались откалибровать в 2 Ома, ну посмотреть, правильно ли подключено. Пару раз дали кило 200, мы увидели, да, было максимум с чем-то. Ну, заявку мы увидели на 2 мостах, что-то щелкнуло, пошел легкий дымок. И мы 3-й усил подключаем, смотрим. Смотрим 2 моста, 2 Ома. Так, видим 2 Ома и там, и просто нереально одинаковые цифры на 2 мостах. И пытаемся увидеть. Киловатт. Увидели клип, обратно. Киловатт 320. Нет. Один канал чуть сильнее клипует. Ну, киловатт 300 видим заявку, чистый сигнал. Но если прям супер чистейший вот выводим, киловатт 200. Так. Все заявки мы подтвердили. Стабильность под вопросом. Либо мы очень невезучие, Кузя. Потому что у тебя все горит. Может, не повезло. Давайте сейчас посмотрим реальную стабильность. 2 моста, 2 Ома. 14,3 вольты у нас. Выставляем заявку. Ну, чуть-чуть меньше, чтобы чистенький сигнал шел. Киловатт. И посмотрим, сколько он продержится теперь. Обратите внимание, сам усилитель индицирует клип. Просадка 13,4. Извините за звук, пишем на микрофон камеры, не на внешний. Сейчас, может, получше будет слышно. Ну, усилитель вот сейчас работает стабильно. 2 моста в 2 Ома. На практически заявке. $13,2 просело питание. Здесь 13,3. Клип чуть добавился у нас, да. Клипует усилитель уже. Ну, чем меньше питания, тем, естественно, сейчас будет больше клипа прилетать. Тепленький. Ну, что ты отходишь? Ты боишься, что... Что они стоят? Что вы там стоите? Ну ты сейчас сгорит скоро. Работает вывеска? Ага. Не, он показывает. Мы пока вывеску вам покажем. Подменяй, уйдь пока. Смотрите, я делаю тест на расстоянии 10 метров. Кто еще такие тесты делает? Оп. Обзор Loud Sound. А фонари почему не горят? Вы их не подсоединили еще, что ли? Смотри, посадочник, отсюда 2 канала по 2 Ома. Смотри, каждый киловатт 200 дает. Видел такой прикол? Можно с улицы снимать обзор. Ну да, уходить. Ну что-то у нас или раньше питание должно... О, готово. Кузя! Посмотрим сейчас. Нолики я увидел. Дым я увидел. Защиту я увидел. А я дым увидел. Вот он дым. Дымок и есть, да. Да, он горячий. А ну давай, пусть остынет. И... Ой, да не, до него не дотронуться. Это температура, думаешь? Скорее всего. Клип. Ну, работает. Ну мы не стали ждать, пока он остынет, да? Покажи, Кость, что мы сделали. Датчик температуры отключили. Да, просто убрали датчик температуры. И теперь... Нет, усилитель выжил. Все в порядке. И теперь у нас... Что? Продолжаем. О, нет. Давайте вот так. А у нас теперь нету датчика температуры. Вот теперь отходи подальше, Кузя. Произойти может все что угодно. В Ом, ты думаешь? Да зачем? У нас и так мощи хватает. Так будет интересней. Смотри, у нас один мост сильнее жарит, видишь? Там другое может сопротивление продлить.
Так, ну и мы сняли защиту. Сняли защиту и теперь смотрим все на всю. Ну не все на всю по мощности, да? Но усилитель сейчас работает в своей максимальной заявке в 2 Ома. Защита. Защита и дымок опять пошел, да? А может не все датчики температуры открутил? Да ладно. А ну еще попробуй, я не верю. Работает? А так а что сейчас за защита была? Подожди. Так а почему? Так еще датчик, значит, температуры где-то стоит. А ну да, я сам. Вот так, на тебе. Подыхай. Смотри, блядь, 2 кило квадрат. Ну поехали. Так это 2 моста хуярят, да? Не, ну сейчас-то он должен сдохнуть. Ну, не повезло нам, да. Ну, не любят усилители такие режимы. Но сейчас он ад показывает, да. Вот и дым пошел. Вот и пошел дым. Ну это он обкатывается. Все, защита, да? Так может и опять он выйдет из нее. Ну что, у нас все работает. Кузя предлагает водяном. Усилитель в очередной раз вышел из защиты. Но он горячий, Кусь. Мы даже если сейчас дадим ему один опыт, ты же понимаешь, что он очень быстро. Ты хочешь просто циферки увидеть? Ну, да. Ну, давайте посмотрим. У нас нет заявки в одином от производителя. Все заявки мы подтвердили, и все-таки мы его должны убить, конечно. Значит, зачем вы все смотрите этот обзор? Подключай, Кузя. Давай, два моста по одному Ому. Что ты делаешь? А, ты уже переключил? Подожди, тогда давай я. Что-то будет. Денчик, иди смотри, он вышел из защиты. Но теперь мы сделали 2 моста по Ому. Ты на что ставишь? Я ставлю 15 секунд. И 2 киловатта с моста. 7 секунд и полохало. Кузя, ты на что ставишь? Защита. Сразу защита? Смотри, 2 киловатта сейчас будет с каждого моста. А уже было 2. 2 300 будет. Он вышел из защиты, Дим. Опять? Да, смотри, только теперь Ом отключен. Готовы? Тарарам-тарам. Кузя прав. А, вышел. Вышел. О, вышел. Вышел. Бля, он работает. У него защита стоит, он видит Ом. Смотри, сейчас плавно буду крутить. Защита. Он видит сопротивление. Ты, сука, умный. А ты можешь отключить еще какой-нибудь датчик? А то что-то мне не нравится. Что он такой умный, а? Сопротивляется, гад, смотри. Да, на Оме уходит в защиту. Давай 2 Ома. Мы должны его убить или нет? 2 Ома сейчас? На тебя, сука. Подожди. Сейчас опять дым пойдет. Пошел дым. Все, защита. Да где та защита? Отключи ее нахуй, Кузя. Мы что, его не спалим, что ли, а? Так, ну что, убить не получилось. Он сейчас, наверное, опять выйдет из защиты и опять в него уйдет. Я не знаю, где-то дублирующий датчик стоит. Я не разбираюсь в технике, мы не можем снять с него защиту. В один он тоже не хочет работать, он видит один ном на каждом. Ну, это каждый канал в 0,5 получается. Выводы по тесту. У нас самый, наверное, мощный на данный момент на российском рынке 4-канальник с самыми лучшими фильтрами, самыми лучшими порядками фильтров, с ремотом еще выносным, за доступные деньги. Это круто. Минусы – это стабильность, но в тестах, в работе посмотрим, как он себя проявит. Судя по последнему УСЮ, стабильность на уровне, но надо понимать, что мы делали на протяжении вот этих всех замеров. Это что-то вроде тестирования там, вот, спортивного автомобиля, но в пределах. Понятно, что происходят поломки, неудачи. Погнались, вышел из защиты опять. Да что ты будешь делать? Погнались производители за такой сумасшедшей мощностью. Они нам ее дали, но пользоваться ей нужно с умом. Усилители уже в наличии. В магазине Loud Sound. Что, нравится? Говорят, как будто на свалке из разных этих собрали. Тут дизайнеры пол Ростова работало. Кузя, и надо обзор снимать, какой машины нам скоро. Да ну кто Альтеза кому нужна? 13. Да я шучу, Альтезу тоже просили, да? Смотрите, теперь у Кузи есть капот. А ну дай ключи, я прокачусь. А, руля нет. Когда ты руль поставишь? Бардачки.
в бардачке руль? Не забывайте комментарии ваши оставлять, лайки ставить. Вы сами знаете, что вам делать. Тут все покажите громко. Damn, I got a force cash, making off. No problem, I keep clicking fire. Casa, su casa partner. My partners get stupid wild. Detail shops and beauty parlors. А что это за штука? Можно за нее дернуть? А мухи думают, что это ловушка для мух, да? Ебанько. Кроме сильного ветра, у нас еще есть очень серьезная угроза дождя. Но мы даже это предусмотрели. У нас есть зонтик. Большая часть съемок, возможно, будет происходить на улице. Тринашка стоит на улице. Нам придется принять все меры предосторожности. И даже еще один, да, зонтик у нас скоро приедет? Или не приедет? Не приедет. Зонтик достаточно веселый, поэтому если он даже от дождя всех не защитит, то хотя бы поржем с нами.